После 50 живот часто растет не потому, что человек слабый или ленивый, это жир внутри живота вокруг органов. И упражнениями на пресс такой живот не убрать. В 2011 году в журнале исследований силы и физической подготовки подтвердили это. 24 человека выполняли упражнения на пресс 6 недель. Итог – выносливость мышц живота улучшилась, но жир на животе и окружность талии не уменьшились. Поэтому сегодня не будет 100 скручиваний перед сном, будет рабочий план, питание, белок, контроль талии и все то, что реально вам поможет. Запомните, живот убирают не упражнениями на живот убирают системой. Первое. Сначала измерьте талию, а не только вес. Первое действие – утром измерьте талию сантиметром на уровне пупка. Не втягивайте живот, не затягивайте ленту, просто честная цифра. Почему это важно? После 50 живот – это часто не только подкожный жир, это может быть висцеральный жир, который находится глубже вокруг внутренних органов. Клиника Майо объясняет, что жир на животе связан с более высоким риском высокого давления, диабета, болезни сердца, инсульта, жировой болезни печени и преждевременной смерти. Ссылка на исследование на экране. Что делать? Измеряйте талию 1 раз в неделю утром. Вес тоже можно смотреть, но главный показатель – талия. Цель на первые 2-3 месяца не минус 20 кг, а минус 3-6 см талии. Запомните, вес может стоять, талия должна уходить. Второе. Уберите 300-500 лишних килокалорий, но не садитесь на голодовку. После 50 плохая идея резко урезать еду. Да, вес может пойти вниз, но вместе с жиром можно потерять мышцы. А после 50 мышцы – это не красота, а сила, равновесие, обмен веществ и защита от слабости. Лучше не голодовка, а небольшой дефицит. Примерно минус 300-500 килокалорий в день. Самый простой старт. Первое. Убрать сладкие напитки, соки, сладкий чай и алкоголь. Второе. Половина тарелки овощи. Третье. В каждый прием пищи есть белок. Четвертое. Ужин нормальный, но без второго ужина через час. В 2023 году опубликован анализ исследования Predimed Plus. Участвовали мужчины и женщины 55 до 75 лет с лишним весом или ожирением и метаболическим синдромом. Энергоограниченная средиземноморская диета плюс физическая активность помогали снижать общий и висцеральный жир. Пример тарелки. Половина овощи, четверть белок, рыба, яйца, творог, курица, бобовые, четверть крупа, картофель, цельнозерновой хлеб или другие нормальные углеводы. Плюс немного жиров – оливковое масло, орехи, авокадо. Запомните, после 50 задача не есть меньше любой ценой. Задача – есть так, чтобы уходил жир, а не мышцы. Третье. Белок. Важен, но не всем одинаково. После 50 белок нужен, чтобы при похудении не потерять мышцы. В 2014 году экспертная группа ESPEN опубликовала рекомендации по белку и упражнениям для пожилых людей. Для здоровых пожилых людей там указывается ориентир примерно от 1 до 1,2 грамма белка на килограмм массы тела в сутки. А при болезнях или риске недостаточности иногда выше, но индивидуально. Доктор Габриэль Лайон формулирует это жестко. Мышцы – это не про эстетику, это ключ к долголетию. Но здесь есть 3 частых вопроса. Первый. Я не могу есть много белка, не лезет. Тогда не пытайтесь запихнуть все за ужином. Делите на мелкие порции. Утром яйца, йогурт или творог, днем рыба, курица, бобовые или тофу, вечером творог, рыба, чечевица, фасоль или йогурт. Лучше 20-30 грамм белка 2-3 раза в день, чем огромная порция за один раз. Второй вопрос. Я не ем мясо. Можно без мяса. Используйте рыбу, яйца, творог, греческий йогурт, чечевицу, фасоль, нут, тофу, темпе, соевые продукты. В 2021 году в журнале «Нутриенты» вышел обзор Путра и соавторов «Источник белка и мышечное здоровье у пожилых людей». Авторы пишут, что пожилым людям часто сложнее набрать белок из-за снижения аппетита и болезней.
Но более высокий белок, примерно до 1,2 грамма на килограмм массы тела в день, может помогать поддерживать мышцы и снижать риск саркопении. При полностью растительном питании белок тоже можно набрать, но его нужно планировать внимательнее, следить за количеством, качеством и разнообразием источников. И это тема для отдельного видео. Если вам интересно, пишите в комментах, мы сделаем. Третий вопрос. У меня больные почки. Тогда не надо слушать общий совет «ешьте больше белка». При хронической болезни почек белок подбирается индивидуально. Национальный фонд почечных заболеваний пишет: если есть хроническая болезнь почек и человек не на диализе, белок часто ограничивают. Если человек на диализе, белка может потребоваться больше. Это решается с врачом или диетологом. Поэтому безопасная формулировка для вас такая: если почки здоровы, белок нужно в каждом приеме пищи. Если есть болезнь почек, сначала врач, анализы и индивидуальная норма. Четвертое. Ходьба – база, но если болят ноги, есть замены. Для большинства людей 50+, лучший старт не бег, а быстрая ходьба. Не надо убиваться, нужно двигаться достаточно часто, чтобы тело начало тратить энергию каждый день. Центр по контролю и профилактике заболеваний США рекомендует взрослым минимум 3 часа умеренной аэробной активности в неделю и минимум 2 дня силовых упражнений. Но важный вопрос: а если болят ноги, колени, суставы? Тогда не надо героически добивать суставы. Замените ходьбу на низкоударные движения. Кардиотренажер, плавание, упражнения в воде, эллипс, медленная ходьба короткими отрезками, тайчи, легкая работа по дому или саду, или, как учил легендарный Амосов, ходите на одном месте на мягкой подушке. Попробуйте постепенно вводить нагрузку и просто наблюдайте. Если боль усиливается, появляется отек, резкая боль или сустав горячий, это не момент для мотивации, это момент обратиться к врачу или физиотерапевту. А если все нормально, продолжайте. Запомните, движения должны лечить, а не добивать. Номер 5. Силовые 2-3 раза в неделю – это обязательная часть после 50. Если человек после 50 худеет только на диете и ходьбе, он может потерять не только жир, но и мышцы. А это дряблая, обвисшая кожа, морщины и риск переломов костей. Поэтому силовые нужны не для бодибилдинга. Они нужны, чтобы тело не становилось слабее. В 2017 году в медицинском журнале Новой Англии было опубликовано исследование на пожилых людях с ожирением. Участникам было 65 лет и старше. Сравнивали похудение с аэробными тренировками, силовыми и их сочетанием. Лучший результат для физической функции дало сочетание аэробных и силовых тренировок. Ссылочка на исследование, как всегда, на экране. Домашний вариант для 50+. Первое. Вставание со стула. 2 подхода по 8-12 раз. Второе. Отжимание от стены или стола. 2 подхода по 8-12 раз. Третье. Тяга резинки к себе. 2 подхода по 10-12 раз. Четвертое. Ягодичный мост. 2 подхода по 10-15 раз. Пятое. Подъем на носки. 2 подхода по 20-30 раз. Шестое. Планка от стола. 2 подхода по 20-30 секунд. Правило. Последние повторения должны быть трудными, но без боли в суставах и без потери техники. Если совсем слабый старт, начните с 10 минут 2 раза в неделю. Не надо идеальной тренировки, надо начать и не бросить. Запомните, после 50 силовые – это не про молодость, это про независимость. Номер 6. Пресс делаем, но правильно. Пресс не сжигает жир на животе, но сильный корпус помогает осанке, спине, походке и визуальному контролю живота. Лучше делать не сотни скручиваний, а безопасные упражнения. Например, планка от стола, боковая планка с колен, дыхание с контролем ребер, медленное втягивание живота без задержки дыхания. Повторю, исследование 2011 года показало, что 6 недель упражнений на пресс улучшили выносливость мышц, но не уменьшили жир на животе. Поэтому пресс – это дополнение, а не главный инструмент похудения. Запомните, пресс укрепляет мышцы под жиром, а жир убирают голодание, движения, силовые и сон. Номер 7. Сон. Недосып может держать живот.
После 50 многие недооценивают сон. В 2023 году в журнале «Медицина сна» вышло исследование Джанас и соавторов по большой базе здоровья жителей США. 5151 взрослый человек от 18 до 59 лет. Участники сообщали длительность сна, а висцеральный жир измеряли с помощью DXA-сканирования. Исследователи нашли связь. Более короткий сон был связан с большим количеством висцерального жира. Что делать? Ложиться и вставать примерно в одно время, убрать телефон за 30-60 минут до сна, кофеин не вечером, алкоголь не использовать как снотворное, ужин легкий и не перед сном. Если есть храп, остановки дыхания, утренняя разбитость, дневная сонливость, проверьте апноэ сна. Иногда человек годами не может похудеть, а на самом деле не восстанавливается ночью. Запомните, живот уходит не только на кухне, он уходит и во сне. Номер 8. Вечерние калории. Главный скрытый враг живота. У многих живот держится не из-за завтрака, а из-за ужина. Чай с печеньем, орехи чуть-чуть, сыр, колбаса, бокал вина, пиво, сладкое после ужина. Это легко дает 300-700 килокалорий сверху, но человек не считает это едой. Что делать? Не есть второй ужин. Если хочется есть, белок плюс овощи, но не сладкое. Номер 9. Для женщин после 50. Гормоны меняются, но план работает. У женщин после 50 живот часто начинает расти быстрее. И это не всегда потому, что женщина стала хуже питаться или перестала стараться. Во время менопаузы снижается уровень эстрогенов. Из-за этого жир чаще смещается в область живота, а мышечная масса и энергозатраты могут снижаться. Поэтому после 50 женщина может есть примерно так же, как и раньше, но талия все равно начинает расти. В 2022 году в журнале «Отчеты о женском здоровье» вышел обзор Кадот, Скача и Гарвал о составе тела во время менопаузального перехода. Авторы пишут, что после менопаузы у женщин чаще увеличивается абдоминальный и висцеральный жир, а мышечная масса может снижаться. В обзоре приводится цифра. Доля висцерального жира может увеличиваться примерно с 5-8% от общего жира до менопаузы до 15-20% после менопаузы. Но это не значит, что каждой женщине после 50 нужно срочно пить гормоны, мазать гормональные кремы или покупать БАДы для эстрогена. Менопаузальная гормональная терапия может применяться, но обычно не для похудения живота, а по медицинским показаниям. При сильных приливах, ночной потливости, нарушениях сна, урогенитальных симптомах, иногда для профилактики потери костной массы у подходящих женщин. Решение принимает врач, потому что важны возраст, сколько лет прошло после менопаузы, есть ли матка, риск тромбозов, инсульта, рак груди, болезни сердца и другие факторы. Поэтому правильная логика такая. Если у женщины нет сильных симптомов менопаузы, не нужно искать волшебные гормоны для живота. Работаем с базой. Белок по возможностям, силовые упражнения, ходьба или низкоударное кардио, сон, контроль талии и меньше вечерних калорий. Запомните, гормоны меняются, но мышцы, питание и движение все равно работают. После 50 живот убирают не наказанием, а системой. Белок, движение без боли, силовые без фанатизма, сон и контроль талии. Напишите в комментариях, что для вас самое сложное из того, что вы услышали в видео. Не болейте, будьте здоровы, живите долго.